Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я попытаюсь отремонтировать колечко на такой вот палке. Палка у меня крокодил, длина ее 1,20 м. Это более такая бюджетная палочка. Беда в том, что вот эти вот колечки у нее очень-очень быстро изнашиваются. Леской порезала. Выбрасывать эту палочку я как бы не хочу. Ловлю я этой палкой на озерах, на болотах, там где много коряжника. Я с лодки заплываю, и очень удобно такой палкой бросать. Было принято решение ремонтировать вот это вот колечко. Все остальные колечки пока еще живые. В магазин я не ходил, не покупал нового кольца. Я взял такое колечко довольно хорошее, даже по качеству еще лучше, чем вот эти вот родные колечки. Пока еще это мой первый, так сказать, опыт по замене кольца или ремонту палок. В общем-то, я решил записать такое видео, решил сам экспериментировать. Первым делом, что я сделаю, я не буду полностью убирать вот это вот кольцо. Планирую половину кольца срезать, чтобы вот эту вот часть кольца ее вставить. Сначала я буду наматывать там нить, проволоку, все это буду сажать на лак, потом покрашу еще. В общем-то, смотрим дальше. Вот я отрезал лишний кусочек, чтобы взять вот это колечко, примерить. Еще нужно вот это кольцо немножко обрезать, чтобы оно сюда влезло. Так, на этом кольце я чуть-чуть отрезал лишнего металла, так чтобы эта оправа сюда чуть-чуть влазила. Влазит так слегка туговато, что я и хотел сделать. В общем, сейчас я пока ее отложу в сторонку. Чтобы то кольцо влезло, мне нужно еще вот здесь вот отрезать. Ну а теперь, чтобы новое колечко влезло, крепление чуть-чуть поподгинаю, а дальше уже будет как бы видно, что уже дальше мне делать лучше. Поставил новое колечко, вот таким вот макаром все выглядит примерно. Что сейчас я еще более-менее подровняю по размеру старое крепление, так чтобы можно было припаять новое колечко к старому. Осталось подогнуть вот эти кончики к этому новому колечку и спаять все вместе, зачистить, здесь подогнуть. Я, конечно же, попробую дальше намотать проволоку, и еще буду ниткой намотаю. Все это будет с лаком, так что будет все крепко держаться, очень хорошо, даже лучше, чем новое. Ну что же, начнем паять. По поводу красоты выйдет не совсем хорошо, но зато, думаю, будет нормально держаться. Вернее, буду стараться делать так, чтобы нормально все держалось. Потому что если делать так, чтобы было красиво, то значит будет плохо держать. Значит, я решил, что лучше сделать, чтобы было некрасиво, но зато хорошо держалось. Я припаял, держаться оно будет очень хорошо и надежно. Осталось все это дело зачистить хорошенько, красиво. Дальше уже здесь я буду заливать лак. Потом по кругу я обмотаю шнурочком, чтобы было красиво. Ну и, конечно же, все это хорошенько пропитаю лаком, а затем покрашу. Итак, я уже сюда прикрутил проволоку. Буду сейчас наматывать так, чтобы кольцо как можно лучше примотать к этой палке. Ну, а также я с помощью лака укреплю саму намотку, которую буду наматывать. Ну, теперь буду наматывать.
И немножко время от времени буду подмазывать лаком. Обмотал медной проволочкой колечко мое, чтобы оно хорошенько прочно держалось. Я вот даже руками пробую оторвать, пока еще держится, все отлично. А дальше уже буду наматывать по кругу плетеный шнур. Капроновой нитки у меня не нашлось, но я для красоты добавлю плетеный шнур, чтобы было покрасивее. Вот я уже намотал немного плетеного шнура. Наматывать придется в 2 слоя примерно, чтобы не было видно медной проволоки. Итак, друзья, намотал я плетеный шнур на колечко. Все получилось довольно-таки неплохо. Предпоследний шаг. Плетеный шнур, который я намотал, я пропитаю лаком, чтобы было более еще красивее. Все покрасил, все пропитал лаком, припаял паяльником, все отлично будет держаться. И сейчас оно очень хорошо держится, не шатается никуда. В общем, полностью будет рабочий спиннинг. Также еще хотел добавить вот эта вот часть этого же спиннинга у меня тоже немножко поломалась. Вот эта вот металлическая трубка, она у меня полностью сошла с клея. Кого интересует, как дальше я буду ремонтировать эту часть, можете подписаться на мой канал и следить за обновлениями. Думаю, следующее видео выйдет быстро, как я отремонтирую эту часть спиннинга. В общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставите лайки, всем пока.